Что ж, друзья, как я и ожидал в прошлом ролике, первые прямые переговоры между США и Ираном с треском провалились. Венс вернулся в Белый дом с пустыми руками, и Трамп не получил свою долгожданную сделку. Но это было ожидаемо, ведь требования обеих сторон слишком жесткие. Ведь пока США хотят, чтобы Иран отказался от обогащения урана, сократил количество ракет и открыл Ормузский пролив, Тегеран категорически от этого отказывается, еще и хочет приватизировать себе новую точку для заработка в виде Ормуза. Таким образом, конфликт выходит на новый уровень. Вчера началась полная блокада пролива со стороны Вашингтона, и цель операции – не дать Ирану возможность получать деньги за прохождение танкеров. До этого из пролива выходили только те суда с нефтью, которые шли в Китай, ведь 80% нефти Ирана покупает именно Пекин. Здесь Трамп и решил, раз вы не хотите идти на сделку, то с пролива вообще ни один корабль выйти не сможет. Тем самым он бьет по Ирану, перекрывая им денежный поток, а также под удар попадает Поднебесное, которое сильно зависит от дешевой иранской нефти. При этом даже есть некоторые теории, что Трамп специально заблокировал пролив, чтобы все покупали американскую нефть, что он по сути сам и сказал. Рынкам вся эта история само собой не понравилась, ведь на фоне переговоров нефть снова пошла выше $100. Акции были красными, а рост биткоина заметно остановился. И что это значит? Правильно, рынок закладывает угрозу эскалации, ведь по данным того же Wall Street Journal, Трамп даже рассматривает нанесение новых ударов по территории Ирана, а новые удары, продолжение блокады пролива и эскалация – это прямой путь к росту нефти до $120-130 и потенциальный возврат биткоина в диапазон ниже 70 тысяч. А возможно ли это в ближайшее время, вы узнаете сегодня в видео. Как всегда, собрал для вас всю самую свежую и важную информацию, чтобы вы понимали, что происходит и как сейчас торговать на этих новостях. Поэтому с меня качественный, фундаментальный и теханализ с торговыми идеями на неделю для заработка, а с вас, друзья, поддержка в виде лайка. Каждый ваш лайк и подписка – это прямой индикатор того, чтобы ролики выходили намного чаще, поэтому всем спасибо за поддержку, $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот зритель. С вами Влад, мы начинаем. Итак, как вы уже поняли, переговоры в Пакистане пошли не по плану. Даже минимальных договоренностей достигнуто не было. И все стороны просто разъехались по домам. На этом фоне рынок немного откатился, а затем ушел в консолидацию, ожидая новой информации. Следующим фактором, от которого началось формироваться движение, стало заявление о блокаде Ормузского пролива. Еще до первой реакции рынка я писал свое мнение у себя в Telegram. И, кстати, там, в отличие от YouTube, я всегда на связи, очень быстро публикую важную информацию, а также свои личные сделки и торговые идеи. Поэтому всем, кому интересно не только следить за новостями, но и зарабатывать на них, ссылка есть в описании. Но сейчас в центре внимания именно блокада пролива. Многие воспринимают заявление Трампа о военной морской блокаде как следующий шаг полноценной эскалации войны. Возможно, это действительно так, но есть и другой вариант. Это может быть всего лишь ход в рамках переговорного давления. И тут есть несколько факторов. Во-первых, нефть. Единственная нефть, которая сейчас все еще просачивается из Персидского залива, это иранская нефть, перевозимая так называемыми танкерами-призраками. Если убрать ее с рынка, бумажная цена нефти быстро поднимается к той цене, которая уже по факту формируется в реальности. Это примерно уровень $150 за баррель. А это уже прямой инфляционный шок для США, который может сильно ударить по позициям Трампа и сыграть на руку демократам на промежуточных выборах в ноябре. Трамп это прекрасно понимает. Именно поэтому у него и раньше не было по-настоящему чистых вариантов для эскалации. Во-вторых, суда, перевозящие иранскую нефть, в значительной степени связаны с Китаем и Индией. Их перехват это уже не просто давление на Тегеран, это шаг к конфликту с Пекином, а также Индией. При этом у Трампа впереди саммит в Пекине. Он уже успел пригрозить Китаю 50% пошлиной за поставки оружия Ирану, а затем почти сразу вернул свои слова назад. В такой ситуации идти еще дальше и начинать демонстрировать или задерживать танкеры, связанные с Китаем, крайне опасно. И это очень противоречивый шаг. В-третьих, Пакистан. Среди стран, которые вели переговоры с Ираном по вопросам транзитных сборов за проход через пролив, есть и сам Пакистан. Это страна, которая принимала мирные переговоры и которую Трамп называет очень дружественной. Наказывать Исламабад за уплату пошлин Ирану и одновременно благодарить его за посредничество – это откровенно непоследовательная внешняя политика. В-четвертых, проблема с хуситами. Полноценная эскалация блокады резко повышает риск того, что хуситы начнут закрывать Красное море, а это минус еще около 12% мирового нефтяного потока. В таком сценарии нефть легко может уйти к уровню $130-150 за баррель, а глобальная рецессия уже будет напрямую ассоциироваться с политикой Трампа. Поэтому более вероятная интерпретация происходящего выглядит иначе. До окончания перемирия осталось
длилось около 9 дней. Ни одна из сторон прямо не объявила о его завершении. Иранская делегация назвала Исламабад основой для дипломатического процесса. Венс также заявил, что продолжение по-прежнему остается в силе, а само объявление о блокаде прозвучало через несколько часов после срыва переговоров. Все это больше похоже на тактику давления, чем на окончательное стратегическое решение. Настоящая проблема здесь — это ядерная красная линия. Изначально позиция Трампа допускала, что Иран может обогащать уран для гражданских целей, а вот требование нулевого обогащения — это уже скорее израильская красная линия, а не личная позиция Трампа. Именно этот вопрос сорвал переговоры в Омане в мае прошлого года, и по сути он же похоронил встречу в Исламабаде. Если США выйдут в следующий раунд переговоров с той же самой позицией, все снова повторится. Поэтому наиболее вероятный сценарий — это не резкое возобновление большой войны, а замороженный конфликт, который будет тянуться месяцами. В нем Иран сохранит де-факто контроль над проливом без смягчения санкций, США будут постепенно и тихо сокращать свое присутствие на Ближнем Востоке, а главный вопрос сводится к тому, захочет ли Израиль продолжать давление в одиночку. И по сути это победа ни для кого, но возможно именно к такому варианту мы идем. Также я вижу еще 3 сценария влияния, и каждый из них в той или иной степени указывает на рост нефти. Первый сценарий – краткосрочная блокада, после которой переговоры возобновляются. В этом случае нефть Brent может стабилизироваться в районе $95-100 за баррель, цена на бензин в США поднимается выше уровня $4,5 за галлон, и это все создает локальное давление на инфляцию. Второй сценарий – Иран начинает отвечать ударами или давлением по инфраструктуре в Персидском заливе. Тогда Brent может уйти в диапазон $110-120. Инфляция во всем мире снова ускоряется, а экономики стран-импортеров нефти начнут сползать к рецессии. При этом центральным банкам в такой ситуации придется забыть о снижении ставок. И третий сценарий – полное закрытие Ормузского пролива. И вот тогда Brent может уйти в диапазон $130 и выше. Это будет означать стагфляцию и крупнейший энергетический шок. И конечно же в таком случае нефть по $100 – это только начало. Да, сейчас часть танкеров реально пошла закупать нефть у США. Фирма по отслеживанию судов сообщает, что 121 пустой нефтяной танкер направляется в Соединенные Штаты Америки. 68 из этих 121 судна – очень крупные нефтевозы, способные перевозить по 2 миллиона баррелей каждая. Президент Трамп призвал страны, пострадавшие от перебоев в Ормузском проливе по вине Ирана, вместо этого обратиться к американским энергоносителям. Но нужно понимать, Ормузский пролив – это примерно 20-25% мировой торговли нефтью, и быстро перекрыть такой объем похожими поставками крайне сложно. И как я говорил в прошлом видео, сейчас даже не столько важен сам рост нефти, сколько ее резкие скачки вверх-вниз и общая неопределенность. Именно эту неопределенность компаниям сегодня сложнее всего закладывать в производство, логистику и ценообразование. А это значит, что она в любом случае будет разгонять инфляцию. Это мы уже видим по последним данным по ИПЦ. Рост почти на 1%, и это при том, что речь идет о данных менее чем за месяц. И для США здесь отдельная проблема в виде роста цен на бензин. Мой базовый сценарий на ближайшую неделю заключается в следующем. США продолжат пытаться возобновить переговорный процесс и все-таки будут дожимать сделку. Но Иран понимает, что для Трампа сейчас не так важны деньги, рост цен или даже проблема с нефтью. Больше всего Трамп боится времени, которого у него по факту нет. Именно поэтому Тегеран, вероятнее всего, продолжит тянуть время, выжимая с Вашингтона максимально выгодные для себя условия. Да, вчера появилась информация, что Иран может отказаться от обогащения урана, но это вполне может оказаться приманкой для Вашингтона, еще одним способом потянуть время и вынудить Трампа идти на условия Тегерана. Следовательно, пролив, скорее всего, пока остается заблокированным, нефть рискует торговаться в диапазоне $95-110 с потенциалом дальнейшего роста, а фондовый рынок США и в нашем случае биткоин могут притормозить восходящее движение и уйти в локальный откат, особенно после всех этих позитивных новостей вокруг переговоров, которые по факту закончились провалом. Как вы можете заметить, геополитика сейчас является одним из главных драйверов роста не только для крипты, но и в целом для всей мировой финансовой системы. И в такие моменты особенно важно иметь инструменты, которые позволяют быстро реализовывать свои идеи в разных активах, а не быть ограниченным только одной криптовалютой. А что если я вам скажу, что все это можно делать буквально через одно приложение в телефоне, и это биржа OKEX. Здесь вы можете торговать не только криптовалютой, но и акциями крупнейших мировых компаний, например Tesla, Apple, Amazon, Nvidia и других, прямо со своего криптоаккаунта, без отдельного брокера, без лишних счетов и без постоянного переноса капитала между разными платформами. Для меня
меня здесь ключевой плюс в том, что это работает 24/7. То есть если ночью, выходной или на фоне очередного обострения в геополитике появляется сильное движение, вы не сидите и не ждете, пока откроется рынок. Вы можете сразу отрабатывать свои самые смелые торговые идеи. А в качестве обеспечения можно использовать биткоин, эфир или USDT, что тоже очень удобно, когда весь капитал у вас уже находится внутри криптоэкосистемы. И еще важный момент. Если вы не хотите постоянно сидеть у экрана, на бирже OKX есть фьючерсные грид-боты Xstocks. Настраивайте один раз, задаете диапазон, и бот уже автоматически отрабатывает стратегию внутри этого движения. Это хороший вариант для тех, у кого нет желания и времени постоянно следить за рынком. Поэтому если вы давно хотели выйти за пределы крипторынка и зарабатывать на мировых финансовых событиях, но без лишних проблем и сложностей, биржа OKX сейчас действительно дает такую уникальную возможность. Буквально 4 года назад это было невозможно представить. Ссылка, как всегда, есть в описании, а торговые идеи и анализ рынка вы, как всегда, можете найти у меня в телеграм-канале. Но если неопределенность осталась, почему рынки не летят вниз? 13 апреля рынок реально удивил. Казалось бы, новости максимально тяжелые. Американские военные начали военную морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе. А S&P 500 на этом фоне сначала пошел вниз, но потом произошло то, чего многие вообще не ожидали. Индекс не только откупили, но он даже ненадолго вышел в плюс. Честно, это был очень неожиданный разворот. Ночью фьючерсы на акции резко падали после того, как Трамп объявил о блокаде Ормуза. И здесь важно понимать масштаб проблемы. До всей этой операции Иран экспортировал больше 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Как только рынок понял, что с поставками могут начаться реальные перебои, нефть сразу летела выше $104 за баррель. А это уже прямой удар по американскому потребителю, потому что цены на бензин в США растут. Не зря даже спикер иранского парламента уже по факту потроллил рынок, заявив, мол, наслаждайтесь текущими ценами на бензин, потому что скоро даже $4-5 будут казаться чем-то приятным из прошлого. И честно, в этом есть смысл, потому что если Ормуз начнут реально душить, последствия почувствуют вообще все. При этом еще совсем недавно рынок жил в других ожиданиях. S&P 500 показал лучшую неделю с ноября, прибавив 3,6% на надежде, что конфликт удастся быстро потушить. Но уже вечером в воскресенье этот оптимизм начал рассыпаться, а в понедельник мы увидели очень странную картину. Новости крайне негативные, а рынок в течение дня все равно начинает выкупать. И вот это как раз таки самый интересный момент. Несмотря на эскалацию, часть крупных игроков по-прежнему смотрят на просадки как на возможность для покупки. Например, в JP Morgan считает, что инвесторам стоит подбирать рынок на откатах. По их мнению, даже с учетом геополитики условия все еще могут привести к новому V-образному восстановлению. То есть они считают, что да, волатильность будет высокой, но если смотреть на горизонт от 3 до 12 месяцев, то текущая паника и перепроданность могут создать хорошие точки входа. Более того, JP Morgan делает ставку не только на американский рынок. Там считают, что в будущем лучше могут смотреться международные акции, развивающиеся рынки и компании малой капитализации. То есть если приток капитала восстановится, он может пойти шире, а не только в одни и те же крупные американские компании. Дополнительного оптимизма рынку также дала информация о том, что в Иране якобы рассматривают вариант отказа от обогащения урана, как одного из условий для прекращения боевых действий. Тегеран это пока официально не подтвердил, но сам факт появления такого вброса уже помог фондовому рынку немного прийти в себя внутри дня. Но я бы здесь сильно не расслаблялся, потому что по последним данным, трафик через Ормузский пролив все еще заметно ниже нормального уровня, даже несмотря на большие оживления в выходные, а это значит, что неопределенность никуда не делась. Переговоры провалились, понятных правил игры нет, и рынок все еще не понимает, насколько далеко все может зайти. А я напомню, через Ормуз проходит примерно 20% мировых поставок нефти. Это не локальная история, это один из главных узлов всей мировой энергетики. Поэтому любая неопределенность там – это автоматическое давление на нефть, инфляцию и, соответственно, на все финансовые рынки. И если говорить прямо, то сейчас рынок пытается хвататься за любой намек на деэскалацию. Но по факту ситуация остается крайне хрупкой. И именно поэтому мы видим такие резкие движения. Сначала паника, потом выкуп, потом снова сомнения. Это классический рынок, который сам до конца не понимает, что же он закладывает в цену. Тем временем биткоин тоже не спешит лететь вниз. Но тут есть один нюанс. Сейчас биткоин, помимо всей макроистории, снова упирается в свою старую проблему на короткой дистанции. Как только цена подходит в диапазон выше 70 тысяч, рынок почти сразу начинает заливать фиксацией прибыли. То есть люди просто начинают активно продавать в плюс. И из этого рост быстро тормозится. Каждый раз, когда биткоин выходил выше уровня 70 тысяч, на рынке резко растет объем зафиксированной прибыли. В какой-то момент он вообще превышал $20 миллионов за один час. Это уже прямой сигнал, что
локальные движения начинают выдыхаться. Мы это видели на прошлой неделе, когда биткоин несколько раз пытался закрепиться выше уровня 70 тысяч, но каждый раз откатывался вниз. С февраля этого года картина в целом одна и та же. Как только цена доходит в диапазон 70-80 тысяч, сразу появляется проблема низкой ликвидности и сильного давления со стороны тех, кто хочет выйти в прибыль. Из-за этого любые отскоки пока выглядят ограниченными. Но есть и другой важный момент. Похоже, что продавцы уже начинают немного выдыхаться. На рынке все чаще говорят о том, что биткоину становится проще устраивать резкие движения вверх, в том числе и за счет выноса шортов. В отчете CryptoQuant указали, что на текущих уровнях покупатели вполне могут снова перехватить инициативу. По актуальным данным, краткосрочные холдеры биткоина на Binance стали вести себя заметно спокойнее. Если раньше они агрессивно фиксировали прибыль или в панике резали убытки, то сейчас это давление стало слабее. Проще говоря, монеты на бирже по-прежнему заходят, но уже без той паники, которая раньше создавала давление на цену. И локально это неплохой сигнал, потому что, когда долгосрочные холдеры перестают так активно сливать монеты, рынок получает больше шансов на стабилизацию и новый импульс вверх. Плюс отдельно отмечаются еще одни данные. Структура хранения биткоина становится сильнее. Давление со стороны крупных холдеров, которые переводят монеты на Binance для возможной продажи, немного снижается, а спрос со стороны долгосрочных холдеров, наоборот, усиливается. Более того, на этой неделе суммарная реализованная стоимость активов впервые почти за год приблизилась к отметке 50 миллиардов долларов. А это уже говорит о том, что на рынке становится больше сильных рук. То есть, с одной стороны, зона выше уровня 70 тысяч по-прежнему остается тяжелой, потому что включается фиксация прибыли, но с другой стороны, давление продавцов сейчас постепенно ослабевает. Если говорить о влиянии этого всего на цену, то в принципе да, мы видим, что биткоин столкнулся с сопротивлением в этой зоне. На прошлой неделе мы видели первую неудачную попытку пробоя, потом вторую, третью. Здесь биткоин уже зашел в диапазон, но вот это сопротивление ограничило рост. На дневном графике мы видели формирование разворотной свечи, и биткоин на новостях развернулся. Новую неделю мы начали с небольшого роста, но опять же данный диапазон выступает сильным сопротивлением. На 4-часовом графике мы наглядно видим, как биткоин реагирует на новости, потому что вот эти все свечи формировались в момент выхода новостей. Здесь было падение, на выходных было спокойно, поэтому была консолидация, и уже в понедельник мы увидели отскок. Сейчас мы наглядно видим, как биткоин уперся в линию этого канала, что опять-таки усиливает потенциальное тестирование вот этой линии поддержки. На этой неделе у биткоина вариант один. Либо на импульсе новостей он закрепляется выше медиальной линии и уровня 74 тысячи, что открывает потенциал для дальнейшего роста к верхней линии канала, либо его неспособность зафиксировать такое движение приведет к тестированию уровня 70 тысяч, к его пробою и дальнейшему падению с тестирования восходящей линии. На данный момент я рассматриваю промежуточный вариант, на котором биткоин сделает еще пару попыток пробоя этого сопротивления, где он столкнется с продажами, и мы видим разворот к уровню 70 тысяч, где биткоин постарается получить дополнительную ликвидность. Если же в этой области притока капитала не будет, то это усиливает сценарий, при котором биткоин упадет ниже. Так что на этой неделе какого-то четкого направленного движения пока не будет, и поэтому здесь я буду торговать от диапазонов, используя сопротивление как потенциальной точки входа для шортов, а поддержку для лонгов. И соответственно в этом диапазоне я буду проводить торговлю на этой неделе. Актуальные торговые идеи и мои мысли по рынку вы можете найти у меня в телеграм-канале. Там также мои редакторы выкладывают новости, которые сейчас очень сильно влияют на рынок. Поэтому, друзья, подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, пишите комментарии, пишите ваш прогноз на неделю, будет интересно почитать. Желаю вам побольше прибыльных сделок, всем удачи, до скорых встреч!